Знаете, что это такое? Это вот то самое пальмовое масло. Здесь, правда, написано, что coconut cooking oil. Ну, кокосы-то растут где? На пальме. Разумеется, это масло сильно получше по качеству, чем то, из которого гонят фальсификат наши бизнесмены. Тем не менее, при комнатной температуре оно остается твердым. Видали внутри? Как будто бы там, извиняюсь за выражение, свиное сало застыло. Ну да ничего. Немного масла мне необходимо для того, чтобы начать обжаривать лук, морковь. Я сегодня собираюсь готовить суп том-ям. Я знаю, отлично знаю, что каждый день из России в Таиланд приезжают тысячи туристов. А туристы, это опаснейшие критики. Они же поели том-ям 1 или 2 раза в Таиланде. Поэтому они знают про том-ям все. Я тоже поел том-ям в Таиланде. Больше того, я как кулинар обратился к коллегам с тем, чтобы они для меня организовали мастер-класс по тайской кухне. За то время, пока я буду чистить креветки, то есть попросту-напросто отрывать им головы, а потом взрезать их панцирь по спине вот так, для того, чтобы добыть из них прямую кишку. Панцири до головы я выкидывать не буду. Они мне нужны для того, чтобы приготовить нечто подобное том-яму, только намного лучше, намного вкуснее. Ну а пока тем, кто не был в Таиланде, либо был просто в качестве туриста, я хочу показать, как готовят правильный том-ям непосредственно в Таиланде. Добро пожаловать в мастер-класс! Я обещал рассказать, как устроен тайский дом и особенно кухня, а также показать, как готовить настоящий, да-да, самый настоящий том-ям. Все как у нас: журнальный столик, обеденный стол, даже музыкальные инструменты, а вместо икон, ну сами знаете что. А вот это спальня. А в спальне картинки, инструкция, как должна себя вести приличная тайская жена. What for this equipment? А это место для курения. Тайцы жуют особые листья с добавлением орехов. Получается нечто вроде жевать на резинке. Но мы-то приехали для того, чтобы познакомиться с тайской кухней. Я приехал в Таиланд впервые, но все эти продукты знакомы мне по московским рынкам и по супермаркетам. Очень разумно, что очаг для вока, для жарки, выглядит иначе, не так, как очаг для томления. В традиционной тайской кухне используется очень много заготовок. Сейчас при помощи особого скребка натирают стружку кокосового ореха. Если ее высушить, то получится особый ингредиент для кондитерских изделий. А если залить водой и оставить буквально на несколько минут, а позже отжать, просто отжать рукой через сито, получится кокосовое молоко. Если индийские карри – это смесь растертых в порошок специй, то тайские карри – это, как правило, паста. Несколько продуктов задают тон, определяют вкус всей тайской кухни. Сейчас нарезают лемонграсс. А еще есть галангал, клубни, похожие на имбирь. Ну, собственно говоря, сам имбирь плюс его некоторые разновидности. А куркуму в Таиланде используют в свежем виде. Посмотрите, корешок чем-то похож на морковку, даже помягче. Это обычный чеснок, это обычный лук. Все это продукты влажные, сочные, но обладающие ярким вкусом, а также важными фармакологическими свойствами. Вот перец, чили-перец, берут именно сухой, хотя рядом есть свежий. Добавляют еще и немного черного перца. А дальше все растирается в обычной ступке, и весь дом наполняется особым непередаваемым запахом тайской кухни. Мне попадались такие корешки в наборах для тайской кухни. Теперь буду знать. Имбирь пальчик. Оказывается, паста, которая готовится сейчас, предназначена для приготовления курятины. Но для том-яма несколько иные пропорции продуктов. Конечно, блендером было бы быстрее,
Но даже сама тайская религия предполагает созерцательность и некоторое упорство. Мой взгляд на кулинарию совпадает с тайским. Удовольствие должно приносить не только поглощение еды, но и сам процесс ее приготовления. Потому что и муха, и крокодил, когда кушают, тоже получают удовольствие. Но только человек способен добавить к специям кокосовое молоко для того, чтобы получить еще больше удовольствия. Только люди способны передавать друг другу знания о том, как приготовить вкусную еду, даже если у них разные языки. Девушка рядом со мной не говорит по-английски, но она замечательно умеет готовить. И сейчас она покажет, как готовить настоящий, да-да, самый настоящий тайский суп том-ям. Раздавить и нарезать крупными кусками лемонграсс. Нарезать тонкими пластинками довольно твердый галангал. Помидоры кубиками, а лук разделить на крупные чешуйки. Для пасты берут лук-шалот мелкий, а для супа обычный репчатый, такой же, как у нас. What is the name of that mushrooms? Shimijimasu. Like a Japanese name. Если галангал и лемонграсс имеют совершенно уникальные ароматы, и их заменить ничем невозможно, то грибы вполне можно заменить на обычные шампиньоны. О листиках кафир-лайма остается только Самые пошутить. молоденькие, самые яркие, самые ароматные листочки кафир-лайма. Ну, как лавровый лист у нас. Не буду спрашивать, чем это все можно заменить. Вот лавровым листом. Хорошо, что лайм у нас всегда есть. Ага. Чтобы побольше сока вышло, его сначала надо покатать, помять. Впрочем, можно еще и в кипятке подержать. Однако настал мой черед показывать тайцам мастер-класс в кухонной эргономике. Суп том-ям был уже 5-м по счету в нашем мастер-классе. И спина моя к этому времени очень заболела. Ну сколько можно стоять, согнувшись? I need massage now. Кухонный стол должен быть немножко выше колена. Because kitchen table should be higher. 85 centimeters. Вот куриный бульон в Таиланде совсем жидкий. Наверное, один цыпленок на 10 литров воды. Я предложил моим тайским друзьям поймать другого петушка и сварить нормальный мужской бульон. Yes, you can put all vegetable inside. И вот, все овощи одним разом в кастрюльку. Залить бульоном и изрядным количеством сока лайма. И, разумеется, добавить пасту для том-яма, которая у нас продается в готовом виде едва ли не в любом супермаркете. Yes, spoon. Very big spoon. Говорят, не бойтесь, кладите полную ложку, не острая. А вместо соли тайцы предлагают добавить куриный бульон. Сухой куриный бульон. Но считайте, что бульонный кубик. Теперь мне стало понятно, почему у них куриный бульон был таким бледненьким, как слабо заваренный чай. А в ресторанах том-ям вообще другой, вода водой. Completely different from the soup we Хотя ну что здесь сложного? Нарезали овощи, варится буквально 5 минут, довел до кипения и все. Опускай креветки. Креветки хорошие, тигровые, большие. Всего по 3 хвостика на каждую порцию том-яма. Самый важный момент наступил сейчас. Главное, не переварить креветки. Всего лишь навсего надо дождаться, пока они изменят свой цвет. И все, креветки готовы. Выключай газ и добавляй кокосовое молоко. Примерно по 2 небольших половничка на каждую порцию том-яма. Суп горячий, в нем много кислого сока лайма. И если продолжить кипятить суп, то молоко может свернуться, точно так же, как коровье. At home we cook it several times, tom yum. But we cook maybe longer time. We cook it long time. But this anyway was similar. Very similar to that one. Ну да, мы раньше готовили том-ям по книгам, а вот как его готовить по-настоящему, я увидел своими глазами впервые. Мы готовили несколько дольше.
Но сколько ни готовь лемонграсс, ломтики галангала и листики кафир-лайма, они так и остаются довольно жесткими, малосъедобными. Примерно так же, как наш лавровый лист. Представляете себе, что в кастрюльке супа у вас плавает 15-20 лавровых листиков, да еще и мелко изрезанных. Неудобно есть. Так что же мне не понравилось в этих супах? Ну, во-первых, готовили его на курином бульоне, который, вообще-то говоря, сильно напоминал воду после мытья кастрюли с куриным бульоном. Во-вторых, миска с супом наполовину состояла из очень жестких частей лемонграсса. Его вари, не вари, готовь, не готовь, он не жуется. Я понимаю, что мы тоже не едим лавровые листья, но листья кафир-лайма тоже будут присутствовать в этом супе. Одним словом, я решил готовить не том-ям, а суп со вкусом том-яма, который не стыдно подать в любом ресторане. Смотрите и учитесь готовить. Разбиваем лемонграсс, чтобы из него вкуса вышло побольше. Кстати, не забываем о луке и моркови, без которых прекрасно обходится в тайском том-яме. Не забываем и о томате. Это не томатная паста, а протертые помидоры. Штука не настолько кислая, хотя, в общем-то, том-ям обязан быть кисло-острым супом. И для остроты я добавляю пасту, обычную пасту, которую продают и в Таиланде, ее продают и здесь у нас. Ну, прямо так и называется. Паста для том-яма. Я думаю, что как минимум пара ложек это будет нормально. У нас будет огромная кастрюля с том-ямом. Вы посмотрите, сколько креветок. Если кто-нибудь думает, что в Таиланде тоже готовят вот из таких королевских тигровых креветок, которые, кстати говоря, импортированы ровно из Таиланда. Нет, вы ошибаетесь. Там креветки попроще, что-то вроде вот этих, уже очищенные, по 3 креветочки на порцию. Слушайте, ну мы же так не привыкли. Мы привыкли, уж если мы кушаем суп, то с головы должен потечь пот, суп должен насытить как следует, и там должно быть что поесть. У него должна быть плотная, ощутимая консистенция. И именно ради этой консистенции я и добавил лук, морковку, помидоры. А сейчас добавлю кое-что, что бывает только в Таиланде. Знаете, что это такое? Это куркума. Она вот так растет, похожа на имбирь, она чем-то похожа на морковку. Ее высушивают, потом натирают, получают вот тот порошок, который мы обычно и покупаем. А сейчас она режется мягче, чем морковка, и я быстро, скорее нарезаю куркуму, измельчаю весь этот лемонграсс для того, чтобы добавить, зажарку. А еще прямо там, в Таиланде, я купил вот этот пальчиковый имбирь. У вас нет пальчикового имбиря? Ничего страшного. Если у вас нет вот такой куркумы, тоже ничего страшного. Можно взять в порошке. И если нет у вас такого имбиря, то возьмите обычный, особый тайский имбирь, который называется, вообще-то говоря, галангал. Вот он какой. Мы, разумеется, тоже добавим. Все добавим, это все пойдет в зажарочку. Галангал, ну, такой по твердости, по жесткости, примерно как стебель дерева. И его тоже оставляют в тайском варианте том-яма как есть. Разжевать его невозможно. Вкус он дает очень приятный. Ну, собственно говоря, как и лемонграсс. Но неужели нельзя сделать так, чтобы человек кушал и получал только удовольствие, а не выкорчевывал то и дело из межзубного пространства вот эти волокна древесины и стеблей? А? Можно. И я вам покажу, как. И теперь вот это все. То, что безграмотные повара просто выкинули бы в мусор. Но все то, что создает непередаваемый тайско-креветочный вкус, потому что и вот креветки все, головы, все эти вот панцири от хвостиков, это все здесь. Мы отправляем в кастрюлю, в зажарочку. Вот пусть пожарится вместе. Пусть вкусы и ароматы растворятся не только в масле, но еще и в бульоне. Только бульон-то, я говорю, царский, королевский бульон. У меня бульон от рыбы, весь приправленный шафраном.
Ну, что поделать? Не жалко, не жалко. Для себя мне ничего не жалко. А вкусно покушать я люблю. Итак, совсем немного жидкости, потому что лемонграсс отлично заваривается даже и в обычной воде. То есть он способен передавать свой аромат даже в воду. А некоторые другие продукты его должны передавать именно в масло. Но теперь здесь у нас есть и влага, и масло. Все в порядке. Пусть тушится, пусть набирает вкус. А вы знаете, вообще говоря, какого вкуса тайская кухня? Вне всякого сомнения. Острая. Если уж говорить по-настоящему, то это изрядно острая кухня. Беда этой кухни состоит в том, что тайцы очень покладистые люди. Вот есть мои земляки-узбеки, они добрые, покладистые тоже, да? А тайцы еще более покладистые. Они вот это слово «хоп», то есть свое согласие, не знаю, кстати говоря, как его произнести по-тайски, говорят на каждом шагу. Им туристы говорят не остро, они говорят: хорошо, хорошо, мы тебе сделаем не остро. И как только из этого довольно жиденького супа убирают еще и перец, там остается то, что я не понимаю. Зачем это есть? Ну, заварите чай и выпейте. Вот будет то же самое. А если заварить калмыцкий чай, то это уже будет получше. Знаете, да, какой? С молоком, со сливками. У нас тоже еще будут и сливки, и молоко. Не торопитесь, не гоните лошадей. Все будет вовремя. Я кладу изрядно много, по русским меркам, перца. Штук 5 положил. А еще штуки 4 оставил на потом. Для тех, кто любит настоящую тайскую кухню. У нас даже в команде есть такой один. О, вот сегодня у него праздник. Вот эту штуку я тоже привез из Таиланда, хотя продаются здесь креветочные пасты. И по вкусу они примерно то же самое, что и здесь. То есть мелкие креветки, измельченные и ферментированные. Я не стану переводить это на нормальный русский язык, потому что не хочу перебивать ваш аппетит. Немного пусть тоже обжарится. А то слишком уж вкусно пахнет из этой кастрюли. Невероятно вкусно пахнет. Прямо запахло хорошим Таиландом. Правильным Таиландом. Потому что в основном-то с тайской кухней происходит та же самая трагедия, которая происходит сейчас с узбекской кухней. Чрезмерная популярность, огромный поток туристов, съедят все равно все. Я пошел на кухню, посмотрел, кто же там такое приготовил. Эх, ну там буквально дети. Дети из очень небогатых семей, которые еще сами-то и вкусно не ели. А я сам уже вкусно поел. И поэтому не готов есть то же самое, что готовят эти дети. А готов я есть, ребята. Я очень люблю раковый биск. Я бы сказал, даже биск из омаров я тоже очень люблю. Но это звучит уж очень по-буржуйски. А вот биск из раков, биск из креветок, суп, пюре, приготовленный так, как его готовят французы, мне очень нравится. У нас будет, по сути дела, креветочный биск по тайским мотивам. Приступаем? Для этого вам понадобится блендер. Причем блендер такой очень серьезный. Вот не погружной, который способен, ну разве что малину, да, не знаю, какие-то ягодки превратить в жидкость. А процессор с огромными мощными ножами, с реально серьезным двигателем, с хорошими оборотами. Я бы вот на этом процессоре вот здесь написал не робокупе, я бы здесь написал Обломов. Знаете почему, да? Вот то-то и оно. Вот здесь блендер уместен. Нам все это необходимо измельчить, превратить в однородную кашу. О! У голода глаза велики, и я навалил здесь сегодня в кастрюлю столько, что придется разделить на 2 порции. Включаем, и ножи начинают рубить. Стоп! Открываем, перекладываем в большую-большую миску.
Загляните, посмотрите, что у меня там получилось. Перекладываем массу и закладываем следующую порцию. Но это еще не все. Вы же понимаете, что находится в этой массе помимо всякой вкуснятины. Здесь находятся обломки панциря креветок. Если кто-то подумал, что вот этот мощный блендер способен измельчить их в пыль, в песок, нет, ничего подобного. Это, скажем, как чешуя от некрупной рыбы. И чтобы отделить эти панцири, эту массу необходимо протереть через металлическое сито. Да, берете металлическое сито, ставите на кастрюлю, протираете, и все вкусное у вас оказывается там, где надо. А панцири не там, где надо. У меня есть металлические сито, сколько хочешь, какие угодно. Но этот аппарат позволяет еще вот что сделать. Видите, какое сито? Да? Вставляем. Это лопаточка. Все будет вращаться и протирать панцири как нельзя лучше. Накрываем крышкой и загружаем массу в технологическое отверстие. О, мне бы инструкции по использованию всевозможной техники писать. Ух, я бы там и понаписал. Только знаете что, слишком много накладывать не надо. Наверное, эту массу придется разделить как минимум на 4 порции. На выходе получаем чистейшее пюре. А то, что остается внутри сита, нам пригодится. Однако в одну из следующих закладок я хочу добавить те несколько перцев, что у меня остались на столе. Получится чуточку острее, ровно так, как любят настоящие знатоки тайской кухни. Погодите, не переключайтесь, я вам все покажу, я вам все объясню. Вы сегодня научитесь таким приемам, которые вам пригодятся и в других блюдах тоже. Я хочу показать, что здесь остались волокна от лемонграсса, от галангала, от других растений. Здесь осталась переломанная скорлупа от креветочных панцирей. А все то, что достойно находиться в нашем пюре, находится вот здесь, в этой миске. О, это такая драгоценность. Однако, очень немало питательных веществ остается и в этой массе. Знаете, как поступают французы? Они заливают ее водой, кипятят и пропускают через сито еще раз. И уж если 3 или 4 раза это чересчур, 1 раз, как минимум, это сделать очень даже стоит. Выйдет еще столько же массы, примерно такого же вкуса. Знаете, эти французы, когда они понты колотят, они могут сюда налить белое вино, они могут налить сюда шампанское, все что угодно. Я сюда налью воду Тассай, очень вкусную, достойную того, чтобы я ее пил. Воду из предгорий Тяньшаня. Примерно 1,5-2 литра будет вполне достаточно. Покипит 5 минут и еще раз через сито. Вот что получилось после второй протирки. Конечно, уже не такое густое, как первое, но в принципе вкус-то тот же самый. Только для вкуса нам необходимо приготовить еще и что-то кислое. Том-ям – это кисло-острый суп, поэтому сок лайма. Можно, конечно, заменить лимоном. Но я хочу сказать, что вкус и, самое главное, аромат у лимона и лайма довольно разные. Сок лайма в будущий суп необходимо добавить сразу, иначе вы не сможете выправить на соль. Дело в том, что лайм усиливает ощущение солености. Доливаем кастрюлю рыбным бульоном и включаем. Пусть закипит. А мы тем временем можем заняться остальными ингредиентами для супа том-ям. К примеру, вот эти креветки, я полагаю, что слишком крупные. Очень жирно будет. Нарежем нормальными кусочками. Каждую креветочку на 3 части. Этих небольших осьминогов тоже можно порезать на 3-4 части. А чего нет? Вкусно будет. Мини-кукуруза, как мне кажется, вполне уместна в подобного рода супах. Разрежем на небольшие удобные кусочки. Листики кафир лайма, то есть
Лайм особой формы, такой бугристый, непременный специалитет. Очень важная часть том-яма. Чтобы каждому в тарелочку попалось хоть понемножку, у меня больше нету, я разрезаю листики на кусочки. Вот эти тонюсенькие, будете смеяться, грибы, они тоже очень хороши в супах. Долго их варить не надо, разумеется. Да здесь все такое, что долго варить не надо. Но разве надо долго варить вот эти помидоры черри? Тайцы их практически только отпустили в суп, и все, суп готов. Подают, раздают. Еще в тайских супах очень часто используют мини-баклажаны. Я встречал раньше и в наших магазинах такие же, а сейчас нету. Говорят, будет весной. Я попробовал заменить их обычными баклажанами. И что могу сказать? Очень вкусно. Баклажаны очень уместны в тайских супах. Посмотрите, какая получилась у нас основа супа. Мне кажется, что очень хорошая. Достаточно густая. Достаточно плотная. О! Остренькая. Ну да ничего. Посмотрите, сколько у нас еще продуктов. Поэтому соль надо добавлять с учетом и этих всех продуктов. Да плюс еще кокосовых сливок. Я думаю, ложки 1,5 столовые. Суп вот-вот закипит, и баклажаны можно опускать, чтобы не потемнели. К слову, вот эти наши баклажаны стоило бы опускать всегда немного раньше, чем остальные ингредиенты. Креветки будут готовы за 3 минуты максимум. Вот они изменили цвет, покраснели внутри супа, посмотрели, что креветки стали красными и непрозрачными. Значит, они готовы. Значит, суп можно подавать. Скажите, пожалуйста, помидоры варить обязательно надо? Их достаточно всего лишь навсего прогреть внутри супа. Но баклажаны должны напитаться этим супом. Они же пористые, они впитывают в себя все. И, может быть, даже слегка утонуть. Ага, вскипает все. Все продукты, которые быстро варятся, опускаем одним разом. Грибы, мини-кукурузу и морских гадов. Кстати, те, для кого важны православные посты. Знаете ли вы о том, что, вообще-то говоря, в России морепродукты считаются морскими фруктами. Поэтому супы с морскими гадами считаются постными. А вы не берите рыбный бульон, варите на обычной воде. И все, очень вкусно. Помидорчики отправлю, пусть прогреются. Красный перчик любителям, тем, кто понимает. И листики кафир-лайма. Каждому в косушку, в миску, понемногу кинзы. Но это, разумеется, уже остается свежим. В магазинах чаще всего продают вот такие креветки, варено-мороженые. Видите, они уже красные. Но следует иметь в виду, что возле Южной Америки где-то там и, кажется, возле Хорватии водятся 2 вида особых креветок, которые красные от природы. Вот те, что в Адриатическом море, ну вот хорватские креветки карабинери, очень вкусные. Ну а такие следует добавлять, разумеется, после того, как эти поварились уже хотя бы минуту-полторы. Где они там? Уже покраснели, уже готовы. Ну ничего, вот эти креветки только подогреются и разливай, подавай. Сниму пробу, проверю на соль и кислоту. Лаймовый сок-то я уже добавлял. Все хорошо. Амброзия можно выключать и сразу же добавить кокосовые сливки. После того, как добавили кокосовые сливки, суп варить уже ни в коем случае нельзя, потому что иначе у вас получится кокосовый творог. Ну все, Таиланд, прикури, отдохни немножко. Поучись у нас, как следует варить суп со вкусом том-яма. Вот пробовал в Таиланде 2 недели, а как пожелать приятного аппетита,
не запомнил. Уж больно у них язык сложный. Скажу-ка я по-русски. Приятного аппетита, дорогие друзья!